Тум-тум, всем привет! Меня зовут Кичигин Эдуард, и снова стрим по рисованию, и это будет немножко странная штука про день взятия Бастилии. И сейчас попробуем нарисовать эту историю. Что же такое из себя представляет Бастилия? Это интересно. Это вот такая вот структура. Неправильный прямоугольник. Я рисую его в аксонометрии. Это такой скетчинг на тему. Он может быть не супер исторически точен, но, надеюсь, какое-то понимание даст о том, что такое Бастилия. Вот. Это прямоугольная структура с огромнейшими толстенными стенами, невероятными просто, и с рядом башен. Их 8. И они расположены примерно вот так. Сейчас я их накидаю. Пропорциональные соотношения между высотой стен и шириной башен. Такая вот структура. Тут идет верх. Вот он. Это не очень геометрически правильный прямоугольник. Стены дико высокие. Тут, соответственно, еще 2 башни. И вот здесь еще одна. Вот в целом эта история. И вокруг Париж. Париж. Блин, как давно я был в Париже. С ума сойти. Очень хочется снова побывать. Ну, хотя не знаю. Впечатления, конечно, были огонь. Но хочу ли я туда снова, не знаю. Ну, наверное, хочу. В общем, не о том речь. Дне взятия Бастилии. Я как-то хотел для себя устаканить. Ну, может, кому-нибудь тоже будет интересно, что же представляет собой Бастилия в целом. Вот такая огромнейшая структура. С этой стороны откидной мост был. Сейчас нарисуем, как ограждается эта стена. Окей. И накидаем направление вертикали. Вот эта история. Рисую среди ночи. Сколько сейчас? 2:20. Не могу лечь спать без моей типичной тренировки по скетчингу, по архитектурному или ландшафтному, что угодно рисовать, лишь бы рисовать. Это прошлый стрим. В общем, вот такая структура башен.
такая. Рисую в такой очень небрежной стилистике. И, честно говоря, у меня нет сил растопыривать пером, поэтому я обойдусь таким поворотом событий с линером. И очень условно эту историю наберу. Кому интересно, то, конечно, повторите вместе со мной за этим видео, если хотите научиться рисовать в такой стилистике. Ну и смотрите, у меня огромное количество видео на канале. Чтобы научиться рисовать, научиться делать такой скетчинг, достаточно, в общем, брать мои видео и повторять. От простых к сложным. Постепенно, последовательно, упорно, так, как делаю я. Я постоянно тренируюсь. И в этом, в общем, момент того, что стопудово все получится. Если вы тоже тренируетесь, не то что сказать прям упорно, я об этом получаю огромное удовольствие. Это как ритм жизни такой стал. Нужно много-много-много рисовать. Для того, чтобы научиться рисовать, нужно просто очень-очень много рисовать. И это нужно вшить в свою бытийность. Как дурные привычки приходят, как хорошие привычки приходят, точно так же должно быть и со скетчингом. Вы берете и многократно повторяете вот этот вот процесс. Я часто называю это как скетч-фитнес. Как заниматься спортом? Занимайтесь спортом регулярно, будет прогресс и успех. Не ходите в зал, никакого прогресса и успеха не будет. Точно так же со скетчингом. Любая практика требует таких регулярных усилий. И вот это лучше, если они будут такие небольшие. Это прям самый правильный путь. Я там про разные штуки слушаю эту историю часто. Сам себя на самом деле почему-то заставить не могу. Например, также относиться к английскому, к изучению английского. Но скетчинг я себе смог поставить в такую историю, потому что он перекрывает мои задачи ландшафтного архитектора. Так как я делаю проекты постоянно, и это удобнее и проще делать с помощью скетчинга, разрабатывать идею первичную, потом все идет в визуализацию. Кто смотрит у меня Инстаграм, тот видит то, куда переходит, например, этот скетчинг. Сегодня я тоже на YouTube выкладываю визуализацию проекта иконостаса. Потому что это обеспечивает мои рабочие потребности. Поэтому я делаю это постоянно. Закрываю все теневые области такой штриховкой. Она такая одновременно и супер грубая. Посмотрите на меня, какие тут нежности.
все, блин, грубо. Да, и штриховка тоже грубая. Одновременно и грубая, и очень сильно помогает отказаться от какой-то такой проработки деталей. Не тратить на детализацию какие-то силы. Ну, кто любит детали, кто любит в них копаться, то, конечно, это неплохо, но я не очень люблю. Я люблю, чтобы было так, немножко грубо, немножко размашисто. И плюс-минус все понятно. Ну, тут по бастионам ходят человечки. Вообще, книжка «Три мушкетера», в которой этой замку Бастилии отведена такая немалая роль. Это такая любимая книга детства. Я ее перечитывал много раз. Просто много раз. Но я ассоциировал себя почему-то, как ни странно, с Атосом. Даже когда там были игры детские, мушкетеров и гвардейцев, я был Атосом. Не знаю почему. Но Д'Артаньян тема была, мне кажется, не моя. А Атос прям заходил. Он такой интроверт, но жжет не по-детски. Если выступит, то мощно. Блин, хотя, может, стоило взять перо. Что-то я тут не сказать, что жгу. Ну, хотя такие простые скетчи, мне кажется, тоже прикольно. Хотя я на самом деле ожидал, что получится похуже. Ну, сейчас посмотрим. Таким образом радостно набираю тень, набираю сам рисунок штриховки. Сейчас отмечу оконные проемы. Ими Бастилия не балует. Как ее брали штурмом, ой-ой. Надо бы перечесть, в чем были там особенности. Сейчас вот как раз это видео закончу и почитаю источники, что происходило там. Тут какое-то строение. Подчеркну плоскости. И немножко сделаю материальность. Не знаю, стоит ли рисовать окружающую обстановку. Подчеркну вертикальность стен. Ну, рисую такие фактуры, которые одновременно показывают и
ориентирование предмета и помогают мне немножко заполнять пространство штриховкой, набирая некоторые богатства деталей. Хотя какое тут богатство? Вот тут нужно ближайший угол к зрителю наиболее интенсивно заштриховать. Тут ров. Ну, не буду подробно показывать. Такая история. Так, может быть, нарисовать отражение. Ну так, чуть-чуть подчеркну. Вообще, конечно, перед тем, как делать стрим, наверное, стоило почитать про историю взятия Бастилии. Но я так вдохновился просто этой идеей, потому что, ну, сразу всплыли воспоминания с детства про 3 мушкетеров. И вот это вот все. Поэтому я сразу схватил линер, и там сон, не сон. Я должен что-то зафиксировать себе. Вот она такая. Нужно было еще взять какой-то линер, наверное, пожирнее. Но уже нет под рукой и возможности нет. Ладно, доделаю вот этим. Интересно, кто-нибудь празднует день взятия Бастилии? Если празднуете, то напишите в комментариях. Напишите в комментариях, почему вы его празднуете. Что это отзывается. Ну, у меня есть немножко кофе, я, наверное, тоже отпраздную. Так, ну чуть нарисую бэкграунда. Или не буду. Да, скорее всего, не буду. В общем, вот, это Бастилия. Вот она. Так. Хорошо бы написать, конечно, на французском. Но... Так, я не знаю. А, 14 июля. Это вчера, то есть. 14 июля. День взятия Бастилии.
Я. В общем, вот такой скетч странный. Странный, спонтанный. Ну, что делать? Так, может чуть проработать еще стены. Сейчас пройдусь. Ну, в общем, берите лист, бумагу, ручку и тоже повторите со мной. Я вот упражняюсь со страшной силой. И это правильно. Каждый подход, как в спорте, увеличивает результаты. А спать хочется невероятно, чтобы вы знали. Я тут, проект со страшной силой делаю. Сейчас тоже, может, покажу. Так. Вот он у меня тут. Тын-тыдын. Тыдын-тыдын. Продумываю комплекс архитектурный и благоустройство вокруг. Вот, например, полетели туда. И те элементы скетчинга, которые вы видите, они тоже вот как раз из этих во многом проектируемых объектов. А вот то, что я делаю сейчас, это мой такой отдых. Да, то есть отдых он тоже берет и конвертирует в полезную деятельность. Лишний раз скиллы прокачиваю. Вот это вот все. Полезняк. Вот так трогательно накидаю. По-простому. Без какой-то изощренности. С изрядной долей простоты. Сейчас разобью по интенсивным областям. Если в самом начале скетча деликатничал, то сейчас я деликатничать прекращаю и обобщаю. И он сразу становится сильнее, грубее, наглее, более дерзким. Все, как я люблю. Никакой утонченности, никаких соплей. И тут наберу падающую тень. Она прям такая интенсивная. Зафиксирую углы. В принципе, окей. Да. Такая дерзкая штука получается. Грубая, дерзкая и веселая. А меня зовут Кичигин Эдуард. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите там внизу в описании к видео много других клевых видосов, потому как рисовать разные вещи. Ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг. Вот. И рисуйте одновременно с моими видосами. Это классный способ научиться. И скоро, наверное, будет видеокурс по обучению скетчингу от меня. Там я показываю внутренние все вещи, из которых складывается мой скетчинг. То, что я показывал на курсе оффлайновском, я буду делать для онлайн-курса, который сейчас тщательно продумывается и готовится. В общем, вот я
уже в этом направлении изо всех сил думаю. Изо всех сил. Да. В общем, вот. Всем чао-чао. Пока.